История круизного лайнера «Максим Горький». Это круизный лайнер, построенный на гамбургской верфи Deutsche Werft в 1969 году в качестве трансатлантического лайнера для линии Гамбург-Нью-Йорк. Судно было построено по заказу гамбургского пароходства Deutsche Atlantic Linie. Решение о постройке было принято 10 октября 1966 года, и через 18 дней, 28 октября 1966 года, был подписан контракт о постройке океанского лайнера на верфи Hoaldswerke Deutsche Werft. Киль судна был заложен 21 июля 1967 года. При спуске на воду судно получило название «Хэмбок», и его крестной матерью стала Мария Луиза Кизингер, супруга тогдашнего федерального канцлера ФРГ Курта Георга Кизингера. Турбоход сдан в эксплуатацию 20 марта 1969 года и 28 марта 1969 года отправился в свой первый рейс Куксхафен, Южная Америка, продолжавшийся 36 дней. 195-метровый белоснежный роскошный лайнер с тонкой красной полосой на корпусе и характерной воронкой, защищающей палубу от копоти при любом направлении ветра, приводится в движение двумя паровыми турбинами. На 12 палубах расположен небольшой городок со всеми удобствами для высококлассных пассажиров, от театра до спортивного центра, от детской до часовни. В связи с нефтяным кризисом в начале 1970-х судно оказалось нерентабельным. 25 сентября 1973 года оно было переименовано в Hanseatic, и 1 декабря под этим названием было выставлено на продажу. Возможными покупателями были немецкая фирма Hapag-Lloyd, предлагавшая 50 миллионов марок, а также японская Ryaza Kayan и американская Robin International, которая, приобретя судно в январе 1974 года за 62 миллиона марок, тут же перепродала его в Черноморское морское пароходство. 25 января 1974 года в Гамбурге на верфи Hoaldswerke Deutsche Werft в торжественной обстановке был спущен флаг ФРГ и поднят флаг СССР. В 1974 году судно было куплено Черноморским морским пароходством и стало флагманом советского, а позже российского флота под именем Максим Горький в честь известного советского писателя. Первым его капитаном стал Сергей Ливанович Дандуа, в дальнейшем герой социалистического труда. Он пробыл капитаном до 1986 года. До ввода в эксплуатацию в Черноморском морском пароходстве судно было зафрахтовано британской съемочной группой и играло роль реально не существовавшего на то время лайнера «Британник» в фильме «Катастрофе Джаггернаут». В ноябре 1975 года события фильма неожиданно стали реальностью, когда была предпринята попытка потопить судно. Установленные во время стоянки в порту Сан-Хуан, 2 бомбы взорвались ниже ватерлинии, в районе Ахтерпика, за 1 час до отхода судна из порта. Силами экипажа он был демонтирован, и судно на следующий день отправился на Нью-Йорк. Все пассажиры остались на борту, так как пробоины были в балластном танке, на ход судна они не повлияли. Ремонт производился на заводе Bethlehem Steel в Хобокене. А перед этим в ноябре 1974 года, в том же порту и в то же время, в 1 час ночи, по местному времени, с причала на борт судна была брошена граната, пострадали члены экипажа, 2 матроса и электромеханик. В том же Нью-Йорке, 18 сентября 1980 года, местные власти не разрешили советскому лайнеру войти в порт в связи с вводом советских войск в Афганистан. Ему пришлось встать на якорь у Статен-Айленда, а пассажиров на берег доставили портовые суда. Экипажу был запрещен выход на берег. На судне возникла проблема с питьевой водой. Об этом писала газета «Правда», а у посольства США в Москве состоялась демонстрация протеста. В период с 29 апреля по 2 июня 1988 года на верфи Lloyd Werft в Брёмерхафене был произведен дорогостоящий модернизационный ремонт и было установлено новейшее навигационное оборудование на судне.
В сентябре 1988 года судно было передано на 20 лет во фрахт западногерманской компании Phoenix Raisen, несмотря на последующие смены владельцев. В ночь с 19 на 20 июня 1989 года лайнер под командованием капитана Марата Султановича Галимова попал в ледовое поле в Гренландском море у берегов Шпицбергена и получил значительные пробоины. Были затоплены 2, 3 и 4 отсеки. На борту в тот момент были 575 пассажиров и 378 членов экипажа. Пассажирам пришлось часами ждать в лодках и на льдинах при отрицательной температуре, прежде чем норвежская береговая охрана спасла их с помощью вертолетов и катеров. Корабль отбуксировали на Шпицберген, а затем своим ходом доплыл до Бремерхафена. Последовавший за этим аварийно-восстановительный ремонт на верфи Lloyd Werft в Бремерхафене продолжался с 4 июля по 17 августа 1989 года и обошелся более чем в 30 миллионов марок. Это была уже вторая авария на судне Максима Горького в районе Шпицбергена. Первая произошла летом 1977 года, когда капитаном судна был Валентин Сидоров, а Марат Галимов старпомом. Судно получило пробоину бульба и правого борта в районе столовой экипажа. Ремонт борта был произведен силами экипажа, а полный ремонт произведен в декабре этого же года в доке Гамбурга. Историческая встреча и переговоры лидеров двух сверхдержав, США и СССР, Буша и Горбачева, в 1989 году состоялись на борту судна Максима Горького, стоящего на рейде Ла-Валетты, в Мальте. Еще одна авария на судне произошла во время третьего рейса на Шпицберген, 26 июля 1991 года. В каюте номер 519 экипажа, палуба «Нептун», начался пожар, который был быстро ликвидирован. Уже через 45 минут пассажиры смогли вернуться в свои каюты. В дыму погибли 3 человека: Дневальная Лидия Ивановна Пивовар, 36 лет, а также граждане Англии Жаклин Лислей, парикмахер, и Австрии Бертрам Шнейдер, парикмахер. 29 июля в норвежском порту Хонингсвак тела погибших были переданы представителям советского и иностранных посольств для доставки на родину. Это был самый трагический инцидент за всю историю Максима Горького. Официальной версией было короткое замыкание и взрыв телевизора, хотя еще долгое время транспортная прокуратура пыталась выяснить, не является ли причиной пожара кипятильник. В конце 1991 года и в начале 1992 года советскую символику сменили на атрибуты нового владельца: багамский флаг, порт приписки Нассау, с трубы убрали серп и молот, название на бортах судна изменилось на Максим Горький на английском языке. Изменения коснулись и экипажа, который постепенно сменили на российский, в основном из Санкт-Петербурга. Ресторанное каютное обслуживание и машинное отделение оставались украинскими. Расписание долгие годы оставалось типовым. С декабря по начало весны проходило кругосветное плавание. Весной лайнер успевал совершить несколько круизов вокруг Европы, переходя летом в северные широты, а осенью на Средиземное море. Круизы прерывались на время ремонта, ежегодно проходившего обычно в ноябре-декабре, в доках фирмы Blohm & Voss. Новые изменения в облике судна произошли с 3 по 25 декабря 2005 года. На трубе лайнера, перекрашенной в зеленый цвет, разместили логотип компании Phoenix, также зелеными стали бортовые линии и звезда. 30 ноября 2008 года судно «Максим Горький» закончил эксплуатацию во фрахте немецкой компании Phoenix Raisen в Венеции. 20 августа 2008 года было объявлено о продаже корабля по завершении последнего круиза американской компании Orient Lines. Из Венеции корабль проследовал в Пирей, планировался дорогостоящий ремонт. Из внешних изменений: судно перекрасили нижнюю часть корпуса в темно-синий цвет по стандартам фирмы.